Всем здорово! Меня совсем недавно заинтересовала тема Lost Media. Lost Media – это определенная вещь, продукт, произведение области медиа, являющийся потерянным для широкого круга лиц, или же для общества в целом. К медиа относятся игры, фильмы, мультики. Вот в этом видео я конкретно расскажу про мультфильмы. Чтобы не пропустить видео про игры и про фильмы, подпишитесь на канал и поставьте лайк, пожалуйста, на это видео. В этом видео я расскажу о потерянном шоу о Лунтике, про продолжение Кота Леопольда, а также про серию Смешариков «Балласт», где был вот такой вот отрывок. Как обычно, начинаются поиски Lost Media. Обычно на тематическом сайте или форуме появляется пост по типу, что человек видел в детстве или много лет назад какой-нибудь мультик, игру, отрывок из какого-то произведения и так далее. И затем информация с форума идет в различные группы в соцсетях, и таким образом набирается огромное количество людей, которые ищут этот потерянный эпизод. Они связываются с возможными авторами этих произведений, с владельцами студий, архивов, опрашивают людей, которые работали в студии разработки, опрашивают различных друзей, делают общественные опросы. Наглядный пример – это поиск самой загадочной песни. Были опрошены огромное количество людей. Поисковики смогли даже связаться с диджеем, который, возможно, и поставил эту песню. Вкратце, песню поставили всего один раз в 80-х годах на радио, и теперь ее все ищут. В общем, к делу. Сейчас я вам расскажу о потерянном сериале про Лунтика. Ну, как утерянном? Усилиями интернет-бойцов все же были найдены некоторые выпуски. Сериал называется «Секреты Лунтика». Он был кукольным, тематика была как в «Спокойной ночи, малыши». То есть кукольное шоу, а затем уже мультик. В качестве кукол были использованы персонажи из сериала «Лунтик и его друзья». Вот известные сюжеты серии. Мила училась вышивать и случайно уколола пальчик, а баба Капа надела на палец наперсток. Гусеницы ездили на велосипеде на проезжей части, и им объяснили, что ездить по проезжей части можно только с 14 лет. Пупсень обжег язык. Гусеницы съели пластилин. Гусеницы съели мухоморы, после чего у них заболели животы. Лунтику пришло письмо от директора телеканала Бибигон, после чего гусеницы упали, пытаясь стать бабочками. Сюжет первой серии. Гусеницы играли в доме Лунтика в подвижные игры. Гусеницы выпили краски, разбавленной водой. Концерт с, возможно, всеми персонажами мультсериала. Вероятно, это лишь то, что происходило в этой серии. Гусеницы катались и врезались в хижину. Мне надо подметить, что эти сюжеты восстановлены по памяти людей, которые смотрели это шоу, так что возможна и неточность. 30 июля 2020 года на форуме Лунтик пользователь под ником Луис Кейк опубликовал пост, в котором говорил про некие кукольные эпизоды сериала «Лунтик и его друзья». Была обнаружена страница сериала на сайте Министерства культуры РФ. Там была указана вся основная информация. Режиссер, год выпуска, студия-производитель, продолжительность и так далее. Ответ режиссера Макова. Активная фаза поисков началась 23 марта 2021 года на Discord-сервере «Утерянные медиа Вики». В интернете было найдено всего 4 кадра из передачи на сайте дневники ukt.ru. Также пользователям Discord-сервера SirDoodle найдено упоминания на нескольких форумах сайтов, посвященных Лунтику, каналам Бибигон и Карусель. Было найдено упоминание мультсериалов в телепрограмме канала Бибигон на 2010 год. Вскоре один из пользователей Discord-сервера написал сообщение ВКонтакте режиссеру по поводу утерянного мультсериала. В ответ режиссер порекомендовал обратиться к кинокомпании СТВ, правообладатель сериала «Лунтик» и его друзья. Естественно, было написано письмо к СТВ. Также было написано письмо каналу «Карусель». Ответа от вышеперечисленных адресатов до сих пор не последовало. Позднее было написано письмо человеку под ником Сигул, который в 2010 году опубликовал все 4 скриншота на сайте дневник ЮКТ. Пользователь Discord-сервера SirDoodle получил ответ от студии Мельница, создатель сериала «Лунтик и его друзья». Там они написали, что лучше обратиться к Бибигону, нынешней Карусели. После этого было написано письмо к самой Карусели. Ответ от СТВ. 25 апреля пользователь Phantom TV1 нашел страницы сайта luntik.ru с 2 сериями «Секреты Лунтика» на архивной версии сайта luntik.ru. Всего на сайте было выложено 2 серии. Что такое безопасность и во что играем дома. Доступность 9 минут 32 секунд первой серии.
Вторая серия также неполная и длится 8 минут 27 секунд. Известно, что всего серия длится 13 секунд. Остальная часть, возможно, утеряна из-за багов плеера. В течение длительного периода много пользователей сервера пытались что-то найти, однако поиски не были уж такими активными. 11 июня 2021 года Behind the Mind написал письмо в СТВ по поводу того, сохранилась ли у них в архивах эта передача. Кинокомпания заявила в электронном виде, что у них архивные записи не сохранились. Вторая потерянная анимация – это серия смешариков под названием «Балласт», которая была показана в «Спокойной ночи, малыши» примерно в 2004 году. Она отличается вот этим кадром, где Крош удивленно смотрит в камеру, а также измененным звуковым сопровождением. Ее показали за несколько месяцев до официального выпуска. Серия «Балласт» официально вышла 3 марта 2005 года в составе сборника. Выпуск 3. Принц для Нюши. И в официальном выпуске не было того момента с Крошем. Начало поисков. Поиск начался 14 января 2021 года на сервере дискорда ютубера Easy School. Его начал человек под ником Красный Квадрат, рассказавший, что в этой версии есть кадр с удивленным Крошем. После этого и другие пользователи начали искать серию. Позже участница Discord сервера Ксенон сообщила, что у нее есть 2 DVD-диска со смешариками из ранних 2000-х годов. Она также предположила, что на одном из них может быть балласт с этой сценой. Однако позже выяснилось, что первый диск пропал, а на втором не было этой сцены. Позже пользователь под ником Wise Hidden обнаружил, что балласт с этой сцены показывали «Спокойной ночи, малыши», и он начал искать эфиры 2004-2005 годов. Но первые поиски не привели к какому-либо итогу, хотя была найдена ссылка с форума Мира смешариков на сайт, где мог быть этот эфир. Но сайт не работал, и пользователи пошли на страницу Wayback Machine. Сайт был заархивирован, а чтобы посмотреть эту серию, надо было зарегистрироваться. Позже выяснилось, что на сайте был вирус Троян. По мере поисков были найдены сведения, что серию с этой сцены показывали по СТС в 2004-2005 годах. Однако поиски к какому-либо результату не привели. Форумы. На форуме Мир смешариков был найден список вырезанной сцены серии в записи пользователя Алоха. Далее было выдвинуто предложение написать этому пользователю. Участник поиска Луиджи ВРН написал ему в социальной сети ВКонтакте. 16 января Алох ответил, сказав, что у него нету этой серии и что она осталась в закрытой группе оцифровщиков. Обращение к создателям серии и представителям телевидения. 30 января пользователь Луиджи ВРН написал режиссеру этой серии Денису Чернову и получил ответ, что данную серию он, Чернов, не видел. 31 января был найден сборник выпусков «Спокойной ночи, малыши» за 2005 и 2006 года, содержащий в себе в сумме 2,5 часа телеэфира. В итоге просмотра выпуск с показом балласта найден не был. 1 февраля были найдены еще 7 сборников, однако в итоге их анализа нужной серии найдено не было. Круг поиска также рассмотрел все записи передач «Спокойной ночи, малыши» на площадке Mail Video, и в итоге продолжительной работы был сделан вывод, что записи передачи с балластом там нету. 2 февраля и в последующие несколько дней участники поисков писали в официальное сообщество смешариков в социальной сети ВКонтакте, а также телеканалу «Россия-1». 5 февраля было отослано письмо по электронной почте телецентру Останкино с вопросом о доступе к архиву. Из всех откликнулись только представители смешариков, которые обещали посмотреть материалы по созданию этой темы. Окончание поиска. 6 февраля пользователь Красный Квадрат наткнулся на выпуск «Спокойной ночи, малыши» 2004 года, в котором содержалась утерянная версия серии «Балласт». Чуть позже серия была загружена на архив.org. Поиски были завершены спустя почти месяц. И третий мульт – это «Возвращение кота Леопольда». Точнее, это даже не единичный мульт, а что-то типа сериала, у которого были потеряны все серии, кроме 2. Да и то вторая серия была найдена не полностью. Выпущен он был в 1993 году и являлся пародией на рекламу. Синопсис. Фильм-пародия на современную рекламу, созданный на основе мультипликационных фильмов ТО экраном. Популярный актер, кот Леопольд, принципиально отказывается сниматься в рекламных роликах. Но именно его с помощью очаровательной Мурки пытается затянуть в рекламный бизнес мафия. Пародия на телесериал «Богатые тоже плачут». Список эпизодов. Просто Мурка. Коварный мафиози входит в сговор с известными котоненавистниками и мышами, серым и белым, которые пытаются заставить Леопольда смотреть по телевизору рекламу. Леопольд влюбляется в кошку Мурку. Не все коту масленица. Мыши, вступив в сговор с котом Леопольдом, распускают слухи о том, что Леопольд – рэкетир. Кот получает от мафиози Казибаяна приглашение на светский раунд в бандитскую малину, где Леопольд надеется встретить Мурку. Самая длинная из всех серий. Суп с котом. У Мурки и Леопольда начинается счастливая семейная жизнь.
Мурка заставляет кота смотреть рекламные ролики. Леопольд дает согласие на съемку, но неожиданно исчезает. Мафия похищает Мурку в надежде, что Леопольд все-таки выйдет в эфир. Кот в сапогах. В игру вступает капитан Пронин, который выходит на международную мафию. Ему помогают кот Леопольд и кошка Мурка. Самая краткая со всех серий. Статус. В настоящее время мультсериал является частично найденным. Есть инфа, что все серии находятся в архиве Гостелерадиофонда. Однако они не могут выложить их в инет, так как непонятно, у кого сейчас авторские права на мультсериал. Две найденные серии выложены на rootraker.org. Также есть отрывок из третьей серии, который показывается после второй серии.